Фильмы являются большой частью медиасферы. Различные жанры от драмы до артхауса позволяют нам испытать огромный спектр эмоций, от восхищения до приступов рвоты. Сам жанр киберпанк появился довольно странным образом. Мало того, что он появился при странных обстоятельствах у трех людей одновременно, так и границы киберпанк всегда менялись из года в год. От красочного мира грязной парочки до уже мрачного и утопичного мира, бегущего по лезвию. Так почему бы нам не помечтать и не посмотреть, как фантасты-сценаристы представляют далекое или близкое будущее? А с вами, как всегда, Анитайк. Не забудь сделать наивкуснейший бутерброд и освежающий чаек, потому что не гоже кушать всухомятку. Поставить лайк и написать оригинальный коммент, о чем бы ты хотел видеть следующий ролик. А мы начинаем. Хочу сразу прояснить ситуацию. Есть много хороших аниме-сериалов в стилистике киберпанк, и я бы очень хотел добавить их сюда. Но как сказал мой хороший товарищ, если полнометражный, то да. И тут меня окатила депрессия, похлеще, чем Синзи из Мехапанка и Евангелион. Но да ладно. В первом фильме присутствует классическая борьба корпорации за власть. Высокая преступность и основной частью всего сюжета является полиция. Помимо этого в главной роли является робот, искореняющий преступность, которым управляет интеллект. И можно даже его назвать мобильной, бронированной полицией общественного порядка. Догадались? Если вы подумали о призрак в доспехах, то вы ошибаетесь, ведь это не что иное, как Робокоп. Я вам не призрак, сучечки. И прошу заметить, он вышел раньше, чем первый опубликованный том «Призрака в доспехах». Дизлайк. В роли интеллекта является мозг Мёрфи, в качестве корпорации, жаждущей власти, является OCP. И это довольно очень странный феномен, ведь «Призрак в доспехах» является культовым киберпанк-аниме, а тут Робокоп. Единственное, что не сходится с киберпанком, так это антураж вселенной. Локация обычных городов тех лет, но нету вот той японской неоновой оболочки, как в «Бегущем по лезвию». Во время просмотра фильма встает важный философский вопрос, такие как является ли андроид человеком, даже если у того имеется человеческий мозг. Следует ли полностью доверять машине, ведь система не идеальна? Система не может быть идеальной. Где-то я это уже слышал. Точно, яблочное зернышко 1985 года. А может особое мнение 2002? Круто я переход между фильмами сделал, да? И тут довольно спорный момент. Яблочное зернышко еще за 17 лет до особого мнения говорило об утопичной киберпанк-вселенной, в которой единственная проблема была только безалаберная молодежь, у которой и так все есть, но им надоело жить хорошо, уж больно все слишком идеально. По особому мнению, также присутствует утопичная вселенная. Преступлений нет, полиция работает как МТС. На шаг впереди. Мир процветает, но и там говорится о том, что бывает сбой, и это еще один момент, объединяющий этих два фильма. Ведь если брать особое мнение, то основная часть сюжета также крутится вокруг полиции. Мобильная группа, провидцы, которые стали основой порядка во всем мире, ошибка, из-за которой случился спад. Но в особом мнении большую часть сюжета поднимает вопрос о справедливости и идеальной системы. Можно ли судить человека, который ничего не совершал? Или все же будущее преступление может изменить прошлое? И именно следующим фильмом я хотел бы поставить «Назад в будущее 2» 1989 года. Ладно, наверное, надоел с этими переходами, не буду путать. Основной сюжет крутится о Марте и Доке в 2015 году. Летающие машины, скайборды и цифровой мир – вот что представляли люди прошлого в те годы. А что мы имеем сейчас? Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье, а решил ко мне лезть, ты засранец вонючий, мать твою. Да, свернули мы куда-то не туда. Ну да ладно. Док Браун стягивает Марти в новую заварушку, в которой уже придется лететь в будущее, на своей уже прокачанной Делоре, дабы спасти своего сына-дурака от криминального мира. Классические персонажи Биф Танатон, мать и отец Марти и девушка Марти. Актерский состав не менялся, и это прям топовый плюс, потому что они прям вжились в свою роль. Роботы-официанты, голограмма, чувствуется прям сеттинг будущего. И прошу заметить, фильм показывает две стороны будущего.
Одна, где мир находится в утопии, а второй уже мрачный и криминальный киберпанк, где Биф стал мэром Хиллуэлля. И скорее эта часть напоминает лицо со шрамом, а не киберпанк. Но с другой стороны, эта разность как раз и показывает особенности киберпанка. Тем более, объяснение главного вопроса человечества о путешествии во времени и ярко раскрывает основную цель. С временем нельзя шутить, и времени всегда мало. Времени мало, говоришь? А для кого-то и секунда дорога. Следующий фильм говорит уже о почти идеальной вселенной. Корпорации господствуют, одни счастливы и в достатке, другие живут может 4 года, может меньше, может больше. В зависимости как работают. Основной сюжет завязан на бесконечной погоне, и также там присутствует любовная линия. Думаете, это «Бегущий по лезвию»? Нет, снова мимо. Этот фильм «Время» 2011 года. Парень, который жил в трущобах и знал ценность каждой секунды, вдруг получает неслыханное количество времени. Помогает со временем своим близким, друзьям и идет кутить. Классический обыгрыш любого человека, который сразу же заимел много денег. Встреча возлюбленной и жажда компании убить всех тех, кто станет на его пути, показывает еще одну грань киберпанка. Этот фильм собрал все образы будущего и выстроил местами наивный, но все же интересный сюжет, если копнуть, конечно. Все вопросы, которые показывает сюжет, объясняются по ходу фильма. Первый вопрос сразу же раскрывается о жадности людей, что было показано и на близких друзьях, и на главном герое. Второй вопрос о главной цели компании, которая убивала всех негодных. Но главный вопрос остается все же нераскрытым. Являются ли главные герои плохими персонажами? Если хотите, я смогу разобрать его в следующем видосе, но тогда с вас 25 лайков. А мы посмотрим, как люди из трущоб радуются победе и, возможно, наденут VR-очки и пойдут гамать. В смысле такого не было? А что если я скажу, что такое было? Но только в первом игроку приготовиться 2018 года. И я сразу же хочу подчеркнуть, что особенность фильма не заключается в овер 9000 пасхалок, которые находятся в фильме. Перед просмотром фильма у меня всегда есть мания прочитать книгу. И знаете, там нет слова о киберпанке. Концепт книги и фильма построен не на глубоком спаде социального устройства, там скорее экономический спад. Да, главный герой идет ради справедливости, мол, компании плохие. Но посмотрите, он не идет не против игроков, становясь спешкой корпорации, и не является революционером, который идет против системы. Единственное, почему этот фильм здесь, так это Макс Хедрум на 20 минут в будущее 1985 года. Потому что сеттинг киберпанк закладывается не в реальном мире, а в виртуальном, которое заменяет реальную, как было в Максе Хедруме, только с главным героем. Бесконечная виртуализация всего мира тоже может быть одной из граней киберпанка. Сюжет хоть и завязан на пасхалках и их поисках, но во время него открывается вопрос, возможно ли, что люди уйдут навсегда в виртуальный мир, как было в Мастера Меча Онлайн. Вопрос, конечно, интересный, но я, кажется, знаю ответ. Вот он, Матрица 1999 года. Как мы поняли из 3 фильмов, все происходящее являлось цифровым миром. И тут он намного лучше первому игроку приготовиться. Потому что основной концепт борьбы человека и системы показан просто идеально. И она же является гранью киберпанка. Топовый сюжет, который заставил думать многие умы фанатов. Потому что было просто очень много открытых вопросов. Является ли Морфеус программой или он же все же человек? Как система определяла избранного? Является ли основная цель системы это отлов избранных? Потому что другие, так сказать, были в руках Морфеус. И смотрите, в чем вопрос. Вселенная Матрицы, по крайней мере, первая из 3 показывала утопичный город, в котором нет проблем и, так сказать, все чики-бомбони. Но это была все мишура. И причем смотрите аналогию. Парень, который идет против системы. Парень, который говорит, что это нереально. Доказательство нереального мира. Ничего не напоминает? Концепт похож с Мегазон 23 1985 года. И да, я знаю, что есть одна теория и все в этом духе. Но мне просто кажется, что авторы вдохновились этим аниме. И если это так, то это нельзя назвать плагиатом. Потому что показать утопичную виртуальную вселенную и после нее сразу же показать постапокалиптический киберпанк — это довольно сильно.
Матрицу разобрали. Твою мать, проект крашнула! Что там у нас было? Виртуальный киберпанк был? Был. Как же заебала меня эта книга! Утопичный киберпанк тоже. Ну ладно, пройдемся по классике. Да, именно он. Призрак в доспехах. Костюм из Крайзиса, мотоцикл в виде клещей. Сюжет рассказывает о майоре Мото Кусанаги. Наконец-то я это выговорил. Тело машины, но разум человека. Именно поэтому вначале я показал, что с этиком Робокопа он очень похож. Есть только одно отличие. Призрак в доспехах — это уже чистый киберпанк. Высокие технологии не только у главного героя, но и у всего населения в целом. В манге превосходно описывается весь мир призраков в доспехах. В фильме взяли только основу. Хотя могли бы постараться и добавить побольше деталей. Так сказать, подтверждает фразу «манга или книга была лучше». Такс. Знаете что? Я еще раз посмотрел «Призрака в доспехах» 1985 года и хочу вам сказать одно. Это просто охуенно. Сюжет действительно держит тебя в напряжении в течение всего фильма. Прекрасная подача и рейтинг R получает оценку топчик. Но вот жаль, что этого я не могу сказать про «Призрак в доспехах» 2017 года. Ужасная адаптация, смотреть просто невозможно. Раскрытие персонажей попросту отсутствует, зато голая Скарлетт Йоханссон. Вау. Сиськи-письки не основа сюжета, сеттинг не то что хромает, он парализован. В старом фильме были упущены ряд моментов из манги, но это было сделано в угоду драмы, чтобы не походило на японские порномультики. Уж много в манге эротики. Но в старом фильме сеттинг не сильно хромает, а наоборот хорошо раскрывает другие аспекты. Но в новом просто ничего. В сеттинге призрака присутствуют трущобы, богатые сословия, коррупция и попытки монополизации власти. И сеттинг очень хорошо пропитан духом киберпанка. Поднимаются такие же вопросы, как и в Робокопе, но по ходу сюжета они раскрываются намного лучше, как и в манге, так и в фильме, тем самым давая нам ощущение мрачного, местами несправедливого киберпанка. А что если я вам скажу, что есть аниме, где несправедливости больше, чем в Призраке, но также присутствует киберпанк? Ладно, не буду томить, это Акера. И первое, почему я восхищен этим аниме, это рисовка. О, святые семечки! Рисовка Акеры может спокойно конкурировать с современным аниме, а прошу заметить, она 88 года. Такая разночастотная рисовка просто заставляет верить в происходящее. Сюжет крутится в городе Токио 2019 года. События происходят после Третьей мировой, и уж спасибо, что аниме не стало реальностью. Да, Америка и Иран. В центре сюжета находится банда байкеров. Общая ситуация в стране — это массовые бунты. Спросите вы, так почему здесь киберпанк? А я вам скажу, что он заключается в деталях. Если их убрать, то сеттинг мог походить на альтернативное настоящее, но никак на киберпанк. Моральный упад населения, появление религиозных культов и большой уровень преступности с таким же большим уровнем прогресса показывает классический киберпанк. Также присутствуют плавные общие планы, авторы которых вдохновлялись «Бегущим». Акира — это один из немногих фильмов, который заставил с жаждой наблюдать на происходящее на экране. Но больше всего мне нравится подача вопроса по поводу человека и наделенной ему власти. Да, это обыгрывалось много раз, но здесь из-за сюжета и антуража как будто вопрос заиграл новыми красками. И хочу повториться, это 1988 год. Вот умели раньше делать кинцу. Ну ладно, перейдем к нашей вишенке на торте. Я поставил его на десерт, потому что он максимально описывает слово киберпанк. Невероятные технологии, несомненно. Упадок морального состояния населения. Есть такое. Интересный сюжет, да черт возьми, да. Ведь продолжение основного сюжета фанаты ждали 36 лет. Это вам не Half-Life или Stalker, это 36 мать его лет. Основной сюжет заставляет думать. В нем раскрыты вопросы человечества. Такие как, является ли репликант человеком или он просто набор генов.
Не испортят ли высокие технологии общества, да и многие другие. Тем более основной твист, который мы узнали только спустя 36 лет, является просто пушкой. Классическая борьба корпорации за власть над людьми и новая эволюция, вот что показано в этих двух фильмах. События первого фильма происходят в Лос-Анджелесе 2019 года. Высокие многокилометровые дома, летающие машины. Да, я повторюсь, пожалуй. Твою мать, маска Райда. Где маска? Маска. Почему без маски? Карантин. Сука. Вон еще один без маски. Основной сюжет крутится вокруг Декарта, который является Блейд Раннером. Господи, вы только зацените, какой Харрисон Форд молодой и просто подтянутый. Ух, просто огонь. Обычная работа Декарта — это убийство репликантов, которые мешают обществу. Так сказать, современный ведьмак. Где деньги, Лебовские? Встречает девушку по имени Рэйчел, которая играет Шон Янг. Она для многих фанатов тех лет являлась секс-символом. Главный герой выполняет приказ, и все счастливы. Но по ходу первого фильма нам просто рассказали о репликатах. Самый сок начинается во втором фильме. События также происходят в Лос-Анджелесе, но уже в 2049 году. Имен нет, и мы видим историю Блейд Раннера Кейт 2, который выполняет обычный приказ убить репликатора. После завершения дела он находит кейс под деревом, и вот тут начинается массовый твист, в котором главный герой пытается найти ребенка репликатора. В конце сюжета зритель максимально будет думать о многих вопросах. Является ли Джо репликатором? Что произошло в мире? Как произошел блэкаут в этой вселенной? Где купить пальто, как у главного героя? Я вам гарантирую, сюжет не является таким простым, как может показаться на первый взгляд. И даже до сих пор многие вопросы остаются открытыми. И притом, это первый фильм с сеттингом киберпанк. Но раз уже досмотрели этот видос до конца, то советую поставить вам лайкусик, если зашел вам этот видос, написать коммент, о чем вы хотели бы увидеть следующий видос. И также жамкнуть на колокольчик, если вы еще подписаны, но не поставили его. А с вами был, как всегда, Анитайп. До пятницы.